зовут Патимат. Я мама девочки, которую зовут Амина, ей 20 лет. И наш диагноз – синдром врожденной нечувствительности боли с ангидрозом. Это означает, что девочка с самого рождения не знает, что такое боль, и потовые железы ее не работают, поэтому она не потеет. Нарушен теплообмен, и температура летом у нас достигает 39-40 градусов, а вот зимой, если чуть-чуть налегке мы будем, снижается до 34 и до 35 градусов. Когда она родилась, в роддоме обычно же детям ставят прививки, ПЦЖ, гепатит. Она не среагировала, не заплакала. Сразу как-то врачи засомневались, испугались. Они быстро нас перевели в отделение патологии новорожденных. Пусть, мол, там врачи решают. Там доктора тоже подходили ко мне с удивлением и говорили: слушайте, говорит, мы ей капельницу делаем, уколы делаем, у вас девочка, говорит, вообще не реагирует, не плачет. Я, говорит, только, говорит, ФСБ, говорит, работать. Вот как бы вот так морально меня поддерживая, но я как медик, я начала сомневаться, что же все-таки с ней происходит. Не может быть так, чтобы вот в 2,5-3 месяца у нее началась температура 39-40, ребенок играется, кувыркается, гулит, с игрушками играется, никакой реакции на эту температуру, а у меня тревога. И вот только когда ей исполнилось 6 лет, 7-й пошел, да, один из наших пациентов повез своего ребенка в НИИ педиатрии в Москву и забрал все наши выписки, все наши документы, чтобы там врачам показать. И через неделю мы получили квоту. И мы поехали туда. В первый же день нам поставили этот диагноз, но под вопросом. На следующий день был консилиум, были профессора, кандидаты и доктора наук, все такое. И там один профессор, Пампура Сергей, не помню, как его отчество, он сразу поставил этот диагноз. Я с уверенностью, говорит, могу сказать, что у нее именно синдром врожденной нечувствительности боли. Он спросил, кто я по специальности. Когда я сказала, что я медработник, он пригласил меня в кабинет и на компьютере показал таких же детей. Правда, там сайт был на английском. Показал мне этих детей, рассказал их истории жизни. Я, когда увидела этих детей, узнала их будущее, что ни один из этих детей до 40 лет не доживает. По разным причинам. Девочки в основном, когда наступает переходной период, когда организм, половое созревание и все такое, куча проблем там возникает после травм. В общем, историй много разных страшных он мне показал, посочувствовал. Я не знала, что делать, я не знала, к кому обращаться. На тот момент ее отец нас уже как бы с нами не жил, оставил нашу семью, проблем много. 100%, как говорится, моя душа еще на тот момент не была готова к этому диагнозу, потому что мы еще результат анализа ждали, генетического анализа. Я надеялась, что там хотя бы будет отрицательный анализ. Можно сказать, почти 8 месяцев мы этот анализ ждали, пока его сделали. И когда пришел положительный ответ, вот тогда точно у меня мир под ногами рухнул. Я не знала, как жить, я не знала, что делать. Я не знала, как помочь этому ребенку, если в мире их всего 100 с небольшим. И никто не знает, как их лечить. Даже вот сейчас, когда я на нее смотрю, ей уже 20 лет, и она мне задает такие вопросы, особенно когда внучки приходят и говорят: мама, я когда выйду замуж, ты будешь за моими детьми так же смотреть? У меня внутри все обрывается. Я думаю: Господи, дожила бы ты хотя бы до 30 лет, а о замужестве я даже и не мечтаю. Мне не с кем посоветоваться, мне не с кем поделиться. В России таких детей нет. Что такое боль? Боль – это сигнал, это реакция организма на какой-то несчастный случай. Вот ожог, значит, организм дает импульс отдернуть руку, например, от горячей сковородки. У нее этого нет. Она может спокойно взять горячую сковородку, она спокойно может в кипяток опустить руку и не понять, что происходит. Но заметить только пузыри. Такой случай у нас был в детстве. Она схватила раскаленную сковородку, пока я была на работе. Естественно, она увидела огромные пузыри и сама себе эти пузыри лопала. Травмы. Было также, вот она в детстве упала, с большим медвежонком бежала по дому, упала. Коленка припухла. Припухла. Внутреннее материнское какое-то чье мне сказала: надо идти быстро к врачу и сделать рентген. Мелкооскольчатый перелом, но она его не почувствовала. В возрасте 3 лет, из-за того, что она не смогла мне сказать, что у нее болит зуб, мы перенесли остеомиелит. В результате этого она потеряла все зубы, у нее челюсть теперь не растет, протезы поставить мы тоже не можем, потому что нет альвеолярных зачатков, просто не на что, нет, абсолютно нет десны. Вот если обратите внимание, у нее все пальцы покусаны. Здесь тоже у нее пальчики, которые
точно так же, которую она разгрызла, развился остеомиелит, мы потеряли несколько фаланг на пальчиках тоже. Тоже бытовая травма. Просто стояла возле окна, нечаянно, как говорится, ногу не так поставила, подвернула и упала. Никаких жалоб, ничего не болит. Я так обратила внимание, походка не такая. Мы поехали к врачу, подвывих тазобедренного сустава. Легли в больницу. Наши доктора испугались сделать операцию, учитывая ее диагноз. Сказали, нужно обратиться в Москву, в Питер, крупные клиники. Пока нас туда-сюда футболили, сделайте то, сделайте это, исключите то, исключите это. У нас получился уже перелом костей таза. Сейчас она у нас на коляске, сейчас, как говорится, только следим, чтобы она ничего горячего в руки не взяла, чтобы как можно меньше передвигалась, как можно меньше двигалась, потому что у мягких тканей у нее много осколков. Рассылаем по всем клиникам документы. Как-то нам повезло, приехала комиссия во главе с главным травматологом России с института имени Вишневского, с института имени Вредина. Была огромная комиссия, мы попали на эту комиссию. Как сказать, с трудом, но они согласились взять на операцию, забрали наши снимки, диски, посмотрели девочку, сказали, что есть шанс сделать 3D-реконструкцию. Через несколько месяцев написали нам письмо, что да, мы готовы, мы начали работать, и вот уже год с лишним тишина. Вот так вот, дай Аллах здоровья моей маме. Но она все время за ней наблюдает, если что не так, она мне говорит. Ну да, конечно, когда узнала, что у нее такие эти болезни, я, конечно, очень переживала. И ее жалко было, свою дочку тоже жалко было. Ну, как бы там ни было, но поддержка все равно им надо, пока я живая. Что могу, делаю. Ну, все время, вот как она болеет, все время она с нами. Ну, когда пойти на работу, я за ней ухаживаю. Поддержка все время, я с ними, днем и ночью я с ними. Мне жалко бывает. Она все время спрашивает, бабуля, я буду ходить? Я говорю, будет. Я говорю, иншаллах, буду ходить. Я говорю, ну, что делать, куда пойти? Что Аллах нам суждено, что видит, то и терпеть надо. Каждое утро я просыпаюсь и говорю, слава Всевышнему, она еще живая. В данной ситуации что может радовать? Только то, что мы еще живы, что мы справились, что мы научились жить с этой проблемой. Мы научились как бы справляться, что такое хорошо и что такое плохо. Она понимает, что вот, например, включить газ, я специально для нее купила печку с электроподжигом, но все равно она боится, она знает, что огонь это для нее плохо. Здравствуйте, меня зовут Аида, я соседка, также и подруга Аминочки. Мы как бы дружим уже давно и с семьями, и общаемся. 24/7 я всегда рядом. Через дверь, можно сказать. Мне нравится с ней общаться, она интересная девочка. Можем играть, рисовать. Ну, она часто звонит, приходи, отпусти, спусти меня на улицу, прогуляться и так далее. Стараюсь приходить, куда нужно отвезти, всегда отвожу, у меня на машине. Единственное, бывает проблема в жару, очень тяжело бывает с ней, она перегревается очень сильно. 5-10 минут хватает постоять, у нее уже температура бывает. Аминка, я желаю тебе долгих лет жизни, чтобы ты была счастлива, чтобы мама всегда была рядом с тобой, чтобы все получилось, как мы хотели, чтобы она смогла сама ходить, потому что она больше всего от этого сейчас страдает. Почему Амина так сильно хочет и мечтает об этой операции? Операция заключается в 3D-реконструкции костей таза и бедренной кости. То есть, если нам сделают эту операцию, наша красавица Амина будет ходить. Хочу очень ходить. Чтобы хоть немножко ей становилось лучше, чтобы ее мечта сбылась, чтобы она поправилась и так же, как все дети, могла выходить со мной и также прогуляться во дворе. Всем людям, у кого есть и дома больные дети, инвалиды, чтобы родители были сильные, не теряли духом, надежду, старались, поддерживали этих детей. Да, это ответственность большая. Вне зависимости от диагноза, как у нас, либо какой-либо другой диагноз, я родителям желаю здоровья и терпения.
терпение – это большой подарок от Всевышнего. Нести такую ношу на себе – это тяжкий труд. Но, тем не менее, это, как сказать, большая радость. Все-таки такие дети – это какой-то посыл от Всевышнего. Как сказать правильнее, вот на своем языке я бы сейчас выразилась бы, а вот перевести на русский, как бы ангелы еще на этом свете, которые дают добро, вот рядом с ними забываешь вот все самое плохое. Только помни, что эти дети ангелочки, и вот они тебе тепло в твою душу приносят. Я вот прихожу с работы уставшая, у нас вот, например, кардиологические приемы, когда приходят больные, там болит, тут болит, их нужно все выслушать, и все проблемы через себя пропустить. Понимаешь, что вот такое тяжелое время, тем более после коронавируса, очень много осложнений идет на сердце. И молодые, и взрослые, как говорится, и старики. И вот эту боль, когда с собой приносишь домой, казалось бы, идешь по дороге, вот дойти бы до дивана и лечь, и больше ничего не нужно. А увидишь эту куклу с большими глазами, которая тебя целый день сидит, ждет и не кушает, мама, я тебя жду. Обнимет, поцелует, все, ты забываешь, все плохое остается там, где-то за порогом. И вот эти ангельские глазочки, когда смотришь, думаешь, ой, слава Всевышнему, она жива, она может с собой, как говорится, за собой поухаживать, она еще и за мной успевает поухаживать. Вот как-то вот все забывается, становишься теплее, мягче, добрее. Да, и Аллах, конечно, у кого такие болезни, дети тоже им терпение, как сказать, вот поддержка для детей тоже делать, для других тоже. Не дай Аллах другим тоже такие болезни тоже, чтобы самое главное, чтобы здоровые были, нормальные жизни. Такое мирное время. Дай Аллах здоровья родителям тоже, чтобы за ними ухаживать, терпение, чтобы было у них. И пусть дети тоже вот радуются, хоть как бы там ни было, чего там ни было, но все было хорошо. Дай Аллах, всем было хорошо.